Привет, друзья! Миран на связи. Как я и сказал в прошлом выпуске MMM Review, сегодня мы будем говорить о южатине. Но в смысле не о накуренных бородатых чуваках с преампами из 80-х, а непосредственно о группе с юга. Причем даже не с юга России. Так что сегодня можно сказать знаменательный выпуск. Впервые настолько отдаленный коллектив без помощи российских промоутеров сам нашел нас и прислал нам свой альбом. Этими первооткрывателями стала испанская группа Immorgan. Да, чувствуется, тема викингов набирает популярность даже в Южной Европе. И я допускаю, что это связано с ростом рейтинга всем известного сериала. Вон и Морган в одном из интервью говорили, что дайте Испании еще пару-тройку лет, и мы точно услышим пару новых годных тайтлов в данном направлении. Да и дело даже не именно в викингах, а в некой культурной сфере, которая объединяет в себе исторические сюжеты, германскую и северную мифологии в целом, и такие жанры как пагань, викинг, фолк, НДМ. В эту сферу входят хорды, которые уже были в MMM Review, и вот и Морган со своим дебютным альбомом And Thus We Rage. Тематика альбома, как можно догадаться, все же викинги и все с ними связанное. Однако на альбоме есть пара треков, не имеющих к ним никакого отношения, но все же общая картина складывается из огромных бородатых мужиков, их дракаров и завоеваний. И именно такой образ группа и хотела триггерить в сознании слушателя. И вот тут надо отдать им должное. Они придерживаются стратегии, что образ всех этих эпических битв должен складываться из яростного рифинга и гимнообразных припевов. И поэтому на их альбоме можно встретить интересные рифы и мелодии. Просто частенько молодые группы в желании создать этот викинговский образ пытаются косить под кого-то, кто с этим образом крепко ассоциируется. А в таком случае материал обычно получается очень вторичным. А вот группе Morgan удалось этого избежать. Без минусов, конечно, тоже не обошлось. Чувствуется, что музыканты еще не профи, местами сыграно грязно и иногда прям слышится, как зажаты мышцы драмера. Над этим, конечно, нужно работать, но, по крайней мере, Морган выжили максимум из своих исходников. Спасибо Дэну Слана, именно он свел And Thus We Rage. То есть, на примере Immorgan видно, что даже если ты только начал играть, но у тебя неплохо обстоят дела с сонграйтингом, то ты можешь записать хороший альбом. Но на концерте-то все эти косяки все равно вылезут. И вот реально, если смотреть видяшки Immorgan, то узкие места сразу бросаются в глаза. Очень вялая атака, очень зажатые руки. Просто нужно больше играть под метроном. Даже если ты уже выпустил альбом и положен неплохое начало в группе, никогда не бросай занятия под клик. А оформление тут прямо по канонам хорошего дебютника. Обложка, по которой сразу понятно, что за материал нас ожидает на диске. Красивый непосредственно CD, тексты и фото, по которым можно оценить лирику и внешний вид группы. Все отлично, ничего лишнего. А обложка еще и составляет единое целое с оборотом буклета. Надеюсь, дебютный альбом даст нужный толчок и стимул музыкантам работать еще усиленней. У них есть все шансы дать жизни еще одной хорошей MDM, пагань, викинг, метал формации. Просто больше практики, больше анализа и проработки своих аранжировок. Ну и над полноценным клипом пора бы задуматься. И тогда все будет супер.
Радует, что и Морган не остановились на выпуске альбома, а заморочились промоушеном. Нас вот нашли. Так что давайте поможем молодым музыкантам и сделаем себе приятное. Делайте репост записи с этим выпуском из паблика Metal Music Madness ВКонтакте. Через недельку выберем случайного репостнувшего и подарим ему диск этой отличной группы из Барселоны и их футболку. Думаю, в России сейчас такого добра очень мало, если оно вообще есть. Ну а если вы хотите представить свою группу в MMM Review и услышать наше мнение по поводу вашего релиза, пишите нам на почту или в личку. И подписывайтесь на канал Metal Music Madness, чтобы не пропускать новые видео. С вами был Миран. До связи.